Вам привет от моего кота. А я не успеваю поздороваться, слишком тороплюсь пройти игру «Один день в офисе». Эта игра была у меня в планах на потом, но уже два ютубера, на которых я подписана, сделали ролики про эту игру, а я не могу их посмотреть, ведь спойлеры и все такое. Итак, что мы имеем? Работник– одна штука. Управление мышечное. Выход. Выхода нет. Компьютер не кликается. Слишком темно, ничего не разобрать. Часы. На сайте было предупреждение, что не надо трогать часы в первый раз, поэтому я оставлю их в покое. Мышка меня не слушает. Мои глубочайшие извинения. Я, должно быть, включить свет. Я уверяю тебя, что наши работники не работают в темноте. Как бы то ни было, мое имя Клокхарт. Я управляющий данной компанией Хронос. Поскольку ты здесь в первый день, я буду рад, если ты освоишься. Походи в округе, познакомься с коллегами. И если будут какие-то вопросы, я в своем офисе. Ну, спасибо. Итак, часы. Часы. Полезная штука, чтобы отмечать, сколько прошло времени. Стрелки не работают. Окно. Солнечный день. Я Симона, рада тебя видеть. Надеюсь, тебе понравится работать здесь. Работа в Хроносе– это замечательная возможность. Если у тебя будут какие-то вопросы, не стесняйся, спрашивай. Ты не думаешь, что наш босс выглядит забавно? Не будь грубым. Ты не должен судить других по внешности. Окей. Есть вопросы? Что там с графиком? Мы работаем с понедельника по четверг. Пятница выходной, так что в этот день никого в округе нет. В четверг у нас есть небольшой пикник, когда каждый приносит что-нибудь с собой. Окей. Как тебя зовут-то? Понедельники. Ненавижу понедельники. Приходи в другой день, хорошо? Окей. Лифт сломан, так что меня вызвали починить его. Но мне недостает какой-то железной штуки, и она мне нужна. Я заказал ее некоторое время назад. Она не придет до завтра. Доставка, да? Панель, открывающая лифт. А лифт сломан. Использовать лифт. Но лифт сломан. Ладно. Поговорим с боссом. Ну как ты там? Познакомился с другими сотрудниками? Симона давно здесь работает, и она очень ценный сотрудник. Я уверена, что у нее есть масса историй, чтобы поделиться, если тебе это интересно.
Мне нужны подробности. Да. Что делает компания? Хронос — это консультирующая фирма, признанная многими компаниями по всему миру. Решая проблемы клиентов в прошлом, мы делаем так, чтобы их не случалось в будущем. Я уверяю тебя, что работа здесь — это замечательная возможность. Как бы то ни было, здесь всегда полно работы, так что довольно легко потерять ход времени. Так что если тебе понадобится напомнить себе о дате, просто посмотри на булавку на календаре. Почему в календаре только пятидневки? Исследования показывают, что четырехдневная рабочая неделя повышает моральный дух и продуктивность сотрудников. Я составил график, в котором пятница тоже выходной. К сожалению, это сказалось на прибыли, так что я избавился от субботы и воскресенья. Блестяще, не правда ли? Можно я уволюсь прямо сейчас? Что там с календарем? Если тот наш сотрудник не хотел с нами говорить в понедельник, может, он захочет поговорить с нами во вторник. Мгм. Коробка. Тут коробка на столе. Хотя тебе очень любопытно, ты чувствуешь, что было бы грубо открывать посылку, которая направлена кому-то еще. Открыть коробку? Конечно. Ты открываешь коробку и находишь железную штуку. Ужасно жарко на улице. Жарко на улице. У нас был кулер раньше, но с ним случился несчастный случай. Кто-то разлил воду на оборудование, и его закоротило. Я думаю, что-то даже взорвалось. Это вообще-то было страшно. Бездействующее оборудование — это не шутка. Локхарт был очень зол в тот день. Жизненный урок: не разливай воду на электрическое оборудование. Тогда я узнала, что компьютеры могут взрываться. Чувак, мне так пить хочется. Тебе надо что-то? Как насчет того, чтобы принести мне воды, и потом мы поговорим? Окейушки. Ты нашел воды? Нет? Ну, тогда у меня нет настроения на разговор. Лифт сломан. Панель для открытия лифта. Лифт сломан. Действительно жарко сегодня. У нас раньше был кулер, но один наш сотрудник взорвал и испортил офисное оборудование с помощью него. Излишне говорить, что его больше нет среди нас. Это замечательно, а уйти-то можно? М-м. Что ж, у меня есть железная штука, так что я возвращаюсь в понедельник.
Железные штуки не будет здесь до завтра. А я буду занят до конца недели. Если только ты не можешь попасть в будущее и достать мне ту железную штуку, этот лифт не будет работать до следующей недели. А у меня есть железная штука. Держи. Ты отдаешь железную штуку технику. Эй, да ты нашел железную штуку. Ну что ж, похоже, и не нужна эта доставка в итоге. А ремонт лифта все равно занимает несколько дней, но с этой штукой будет гораздо легче. Думаю, что закончу к пятнице. Спасибо за помощь. Пожалуйста, я загляну к тебе в пятницу. Итак, будем идти по порядку. Среда. На улице бушует шторм. И идет много дождя. Кто-то забыл закрыть окно. Мне нравятся дождливые дни. Когда я была ребенком, я высовывала язык и пила так много дождевых капель, как могла. Это не самый эффективный способ пить воду, но зато очень веселый. К сожалению, этот шторм вырубил электричество. Я работала сверхурочно, но я останусь еще ненадолго, чтобы насладиться штормом. Лифт все еще не работает. Но среда дала нам не очень много. Ужасный шторм, не так ли? К счастью, у нас есть генератор. К несчастью, ее хватает только на эту комнату. Ей, еда. Куча еды и закусок. Посреди пира стоят две пустые бутылки из-под воды. Вы берете бутылки. На улице солнечный день. Счастливый день еды! Я принесла сэндвичи и закуски на сегодня. Не стесняйся, бери все, что ты хочешь со стола. Симона всегда переносит кучу еды на день еды. Ну, она молодец. Честно говоря, я думаю, что она немного перестаралась здесь. Но это ведь не такой уж и недостаток, не так ли? Быть милой. А я здесь только ради денег. Тебе понравилась еда? Это традиция компании. Каждый приносит что-нибудь на стол. Это касается не только еды. У меня есть бутылки, у меня есть шторм. Вы, вы высовываете бутылки наружу и даете им заполниться дождевой водой.
А нет, понедельник. Нет, ты не любишь понедельник. Итак, пора поговорить. Ты отдал бутылки. Эй, ты достал их? Спасибо, чувак. Ты даже не представляешь, как это было мне нужно. Я ценю это, честно. Эй, я знаю, что вел себя как придурок раньше. Так что давай я поделюсь с тобой секретом. Это насчет компании, на которой мы работаем. Хронос. Ты же знаешь, что предполагается, что мы консультирующая фирма, да? Но у нас давненько нет клиентов. Не знаю, как давно был последний. Порой тяжело отслеживать ход времени. Все, что я знаю, по какой-то причине компании перестали нас искать. И знаешь, что еще страннее? Каким-то образом начальник продолжает подкидывать нам работу. Но, честно говоря, я не думаю, что это странно. Начальники всегда подкидывают работу, если видят, что ты не занят. Фирма без клиентов должна была бы уже сдохнуть. Но мы все еще получаем зарплату. Не то чтобы я жалуюсь, но, честно говоря, это начинает выглядеть странновато. Как бы то ни было, это всего лишь офисный слух, а я покидаю скоро компанию, и меня это больше не заботит. Нужно только передать начальнику мою двухнедельную записку в эту пятницу, и затем вся эта ерунда останется позади. Если ты хочешь узнать больше, ты можешь спросить Симону об этом. Она здесь работает дольше, чем я. Удачи, чувак. Симона, у меня есть к тебе вопрос. Привет, что-нибудь нужно? Что, хочешь узнать больше о наших клиентах? Честно говоря, у нас давно их не было. Может быть, Клокхарт двигает компанию в другое направление. Хотя... Эй, ты не возражаешь, если мы поговорим об этом попозже? Я не хочу говорить об этом при свидетелях. Если получится, встретимся тогда, когда я буду одна, и я расскажу тебе больше. Ты любишь дождливые дни, это я помню. Я нахожу шторм до странности успокаивающим. Но ты перешел сюда не из-за шторма, правда? Как-то мы все еще работаем, хотя у нас нет клиентов. На деле каждый день это постоянный поток работы. Я чувствую, как дни проходят. Я знаю, когда начинается новый день, но я не помню, как покидаю это здание. Звучит безумно, не правда ли? Как я могу не помнить мою жизнь вне работы? Я спрашивала Клокхарта о клиентах раньше, и он всегда странно на меня смотрел и уходил. И однажды
Я прокралась в его офис, когда его не было, и нашла это. Симона передала тебе газету. Я не знаю, какие выводы делать об этом. Но ты новенький здесь. Может быть, ты сможешь разобраться с тем, что происходит. И если ты сделаешь это и расскажешь мне, я буду очень благодарна. Компания Хронос пропала, а 27 мая компания Хронос обанкротилась. Вскоре после этого 87 сотрудников компании, включая этих самых начальства, таинственно исчезли. Их местоположение все еще неизвестно. Я не была уверена, фейковая эта газета или нет. Но должна быть, да? Как же мы все еще здесь, если статья говорит правду? Пожалуйста, узнай, что происходит. И остался один день, который мы еще не посещали. На улице темно. Лифт сначала нужно разблокировать. Используй панель, чтобы открыть лифт. Должно быть четырехзначное число. Но у нас есть одно такое. Так, май. Май – это 5-й месяц. Вызвать лифт. А ты старательный работник, я посмотрю. У каждого пятница выходной, так что офис закрыт. Хотя, если ты хочешь остаться и поработать, я не буду тебя останавливать. Поврежденное оборудование. Выглядит опасным. Да, не подходи к нему, еще закоротит. Оу. Мертвое тело лежит на земле. Она все кровавая и растерзанная. Вы проверяете тело на содержимое. Вы находите 2-недельную записку. Мистер Клокхарт, пожалуйста, примите это письмо, мою формальную записку о увольнении из компании Хронос. Я очень благодарен за время, проведенное здесь. И я надеюсь, что этих 2 недель достаточно, чтобы найти замену. Спасибо вам за возможность работать здесь. И мы так не узнаем, как его зовут. Я вижу тебя. Управление мышкой потеряно. Ты не должен был сюда приходить. Полагаю, ты выяснил судьбу компании. Хронос обанкротился из-за глупости стажера, повредившего систему. Система хранила все важные файлы. Если ты думаешь, что я дам моей компании умереть из-за глупости стажера, ты определенно ошибаешься. И все те новости, что сообщают о банкротстве, тоже ошибаются. Потому что пока я жив, жив и Хронос. Но что касается тебя,
Твое время сочтено. А нет, у меня есть бутылка и взрывающийся компьютер. Ей! Я пошел. Мертвое тело, гниющее, старое. На бейджике указано имя. Симона. Прощай, Симона.